Всем огромный привет, добро пожаловать ко мне на канал. Выбор правильного заголовка – первое, что нужно сделать после определения темы для статьи. Если вы уже знаете, о чем писать, надо придумать цепляющий и подходящий заголовок, который побудит человека прочитать первую часть статьи ее введением. А вводная часть, в свою очередь, поведет читателя дальше. Но процесс чтения не запустить, если заголовок скучен и обычен. Интернет напоминает котел, в котором бурлит множество текстов. Как выделиться на фоне этих статей и их названий? Сегодня я расскажу о 10 основных правилах создания заголовка, которые помогут привлекать аудиторию, в том числе из поисковых систем. Первое правило – правильно используйте ключевые слова. Не нужно вставлять в заголовок кучу ключевиков для SEO-продвижения, достаточно одного-двух. Ключевое слово в названии помогает системам Google и Яндекс понять, о чем статья и по каким запросам ее нужно показывать пользователям. Не стоит забывать, что важно отразить в заголовке суть статьи. Если название и содержание будут кардинально отличаться, то такой ход поисковые системы, не говоря уже о читателях, точно не оценят. И она никогда не будет ранжироваться поисковой выдачей, и ни о каких посетителях речи идти не будет. Второе правило – используйте цифры. Цифры притягивают читателей, они дают более четкое представление о том, что будет внутри статьи. Например, 3 способа привлекать больше клиентов или 5 продуктов, которые вы должны есть на завтрак. Сразу понятно, что в статье будет перечень из 5 продуктов, которые надо кушать. И сразу понятно, длинная эта статья или нет. Чем больше пунктов, тем длиннее текст. Третье правило – пишите ясно и по делу. Название статьи должно быть понятным и не вводить в заблуждение читателя. Вы столько сил и времени отдаете на построение доверительных отношений с аудиторией, что просто обязаны оправдывать их ожидания. К примеру, заголовок этого видео позволяет точно понять, о чем будет видео. В самом тексте мы раскрываем суть и не пишем о чем-то другом. Если вы обманете читателя и укажете, что совершенно не рассматривается в статье, это приведет к тому, что человек покинет сайт. Показатель отказов увеличится, и поисковые системы станут меньше доверять вашему интернет-ресурсу. Четвертое правило – заголовок с гарантированной пользой. Это значит, что по такому заголовку ясно, зачем читать статью, что читатель получит в итоге. Например, полезность. Что полезного вынесет для себя читатель, единовременность, сколько времени это может занять. Развлекательный момент, что интересного в статье. Например, единовременность. Лучшие 5 минут дня, которыми вы сможете насладиться с радостью. Это развлечение. Как привлечь больше читателей? Это полезность. Пятое правило – пишите коротко. Короткий заголовок позволяет быстро прочитать и сразу понять, о чем идет речь в статье. Не нужно строить огромные конструкции, если этого можно избежать. Пишите кратко и по делу. Также, если вы занимаетесь email-рассылками и анонсируете статьи, короткий заголовок как нельзя кстати. Ведь вы должны заставить подписчика открыть письмо. А что надо писать в теме письма? Именно название статьи. И все почтовые клиенты рекомендуют использовать в теме письма не более 40 знаков, иначе название просто не поместится полностью. Шестое правило – самый быстрый и легкий способ решения проблемы. Самые сильные заголовки – это заголовки, которые точечно и сильно бьют по самому больному месту человека – гордостью, самолюбию, опасениям, проблемам и так далее, которые для этого человека актуальны. И в таком случае успех заголовка резко перешагивает за отметку 90%. Преимущество этой формулы очевидно. Здесь есть и время, и полезность, то есть быстрый способ решения проблемы. Седьмое. Понимайте свою аудиторию. Вы знаете, что действительно интересует вашу аудиторию, какие проблемы у нее возникают. Лучшие заголовки – эти те, которые отвечают на вопросы клиента, помогают в решении проблем. Заголовок должен отвечать на главные и болезненные вопросы, которые волнуют ваших пользователей. Создайте портрет своего клиента или несколько, проведите анализ, какие проблемы волнуют данных людей, какие задачи стоят перед ними, ну и так далее. Восьмое правило, например, внушите страх. Чем опасна детская обувь на каблуке? Какие слова уничтожают ваше здоровье? Чего стоит опасаться за границей? Как не потерять деньги, оплачивая товары в интернет-магазинах? Что может произойти, если не купить страховку? Ну и так далее. Девятое правило, заголовок и небольшой бонус. Я вам советую всегда немного добавлять что-то свое в предложенные мною схемы. Например, добавить туда какую-то информацию из текста. Чаще всего автор статьи с перечислениями добавляют в
заголовок один из пунктов статьи. Например, 13 удивительных способов заставить людей подписываться на вас в Инстаграме. Сегодня пробуем способ номер 4 и так далее. 10 правило. Фирменные формулы заголовков от веб-сарафан. У меня тоже есть немного проверенных заголовков, стиль которых выработался со временем и после многочисленных экспериментов на моем сайте. Заголовки и вопросы. Например, где взять 300 тысяч подписчиков и 500 миллиарда просмотров. Заголовок, вопрос плюс часть информации в подзаголовке. Например, как грамотно использовать Twitter для продвижения. Куча полезной информации, расскажите друзьям. Цифры в заголовке. Например, 22 способа создать божественный заголовок к любому тексту и так далее. Используйте все методы, и у вас всегда будет получаться придумывать и писать заголовки, которые сразят всех читателей наповал. А если вы собираетесь заработать на статьях, продавая их, то они обязательно будут пользоваться популярностью на любой бирже статьи. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Пока-пока.